Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня у нас такой необычный будет расклад, такой философский, естественно, без коррекции. Но я думаю, что многим это интересно, эта тема. И скажем так, будет весьма полезно. Расклад у нас такой. Какая на мне кармическая обработка? Что я должен понять и пройти в этой жизни? Будет 3 варианта колоды. Вы можете выбрать. Будет 3 расклада Таро. И вы поймете, знаете, как происходит, когда мы рождаемся, наша душа, точнее душа ребенка, которая выбирает тело, она смотрит всю жизнь, которую должна прожить. И не то, чтобы она выбирала самую легкую, это было бы очень просто. Она выбирает ту, на которой она может максимально очиститься. Те испытания, которые она может пройти, те испытания, которые ей нужны, чтобы кармически отработать жизнь, сделать выводы, стать чище, стать совершенней. И потому, если карты Таро нам покажут, какая наша кармическая отработка, что мы должны понять, в идеале, если покажут, это даст понимание жизни, даст понимание того, над чем нужно работать над собой. Кому интересен такой расклад, остаемся со мной, с Луной, и выбираем одну из 3 колод. Первую, вторую, третью. Можно остановить видео, чтобы понять. Вопрос достаточно серьезный. Может, вам с первого взгляда сердце подсказывает, какая ваша колода. Итак, давайте начнем. Начнем с первой колоды. Да, вот эти 2 мы сдвинем, чтобы у нас было больше места для расклада. Итак, какая моя кармическая отработка в этой жизни? Что я должен понять? Через какие пройти пути, что научиться. Так, для тех, кто выбрал первую колоду, смотрим, что нам скажут карты Таро в нашем раскладе. Первое, о чем они говорят, это то, что вы должны научиться действовать, должны научиться управлять своей судьбой. Возможно, вы это не умели в прошлой жизни, текли как-то по течению, уповали только на события, которые происходят в жизни. Здесь вам ярко показывает на то, что вы должны действовать. Не всегда эти действия будут легкими, решения не всегда легкими. Не всегда это по течению, по движению, но это необходимо научиться делать. Что еще нам карты хотят сказать? Какие еще кармические отработки? Карты продолжают. Нужно научиться не находиться в состоянии жертвы. Нужно прилагать усилия и двигаться к достижению цели. То есть они говорят о том, что позиция жертвы, вы должны научиться с ней бороться. Вы не должны давать людям возможность делать из вас жертву. Вы не должны опускать руки, когда ситуация такая, что вы в состоянии жертвы. Вы должны научиться выходить из этого морального состояния. Да, это тяжело.
Да, это сложно, но это то, что вы должны какую кармическую отработку пройти. То есть вас, когда загоняют в состояние жертвы, вы должны учиться и каждый раз выходить из этого состояния лучше. Или вообще не заходить в это состояние. Чтобы вас невозможно было представить жертвой. То есть те обвинения, которые вам говорят люди, не должны влиять на вас, не должны влиять на ваше психологическое состояние. Вы не должны быть в состоянии жертвы. Дальше. Также какой-то кармический у вас должен состояться переезд в жизни или какое-то большое путешествие или встреча с каким-то человеком, который далеко живет. То есть вы должны это совершить. Вы должны что-то совершить такое, что как бы заново начать свою жизнь с нуля. Да, и это, возможно, связано с переездом на какие-то другие территории. Что еще? Что еще? Ну, очень интересно. Вы должны научиться принимать помощь и просить о помощи. Видите, именно в вашем случае вы должны научиться быть не настолько независимы, научиться быть благодарными за помощь, научиться просить помощь, получать помощь, как бы окунуться в мир, что он добрый, что люди могут помогать, уметь оказывать помощь. Это тоже одна из ваших кармических отработок в этой жизни. Так, давайте последнюю кармическую отработку для вас лично и спросим совет карт, как легче пройти эти отработки. Так, еще последняя кармическая отработка из тех важных, которые самые важные в вашей жизни. Вы должны научиться взвешивать, принимать взвешенные решения. То есть вы должны научиться судить буквально, да, то есть вот принимать взвешенные решения. Вы должны понимать, где зло, где добро, что перевешивает, что в этой ситуации важнее. Что, может быть, вам кажется плохо сейчас, на самом деле очень хорошо для вас в жизни. Научиться делать уроки из того, что произошло. То есть, я не знаю, ну вот буквально потеряли деньги, не просто их потеряли, а поняли, для чего вы их потеряли, как вы их потеряли, и больше никогда не наступать на эти грабли. Взвешенно принимать решения и в любви, и в деньгах, и в жизни. Вот последняя ваша кармическая отработка. Давайте спросим у карт Таро совет, как максимально просто все это пройти. Как пройти эти отработки. Но нам говорит данная карта о том, что нужно, как бы не было больно, какие бы ни были удары, нужно находиться в состоянии спокойствия. Нужно анализировать то, что происходит. Да. Нужно чувствовать каждый удар, к сожалению, его прочувствовать, понять, почему он, за что он, как я поступал в прошлые разы, и сделать по-другому, если это прошлые разы привлекало к еще одним ударам. Также говорит эта карта о том, что нужно много думать, читать, развиваться,
медитировать, узнавать больше, чем то, что нам открыто, да, чувствовать себя научиться. Вот такой у нас расклад Таро для тех, кто выбрал первую колоду. Хорошо, очень интересно. Давайте посмотрим для тех, кто выбрал вторую колоду. Давайте сделаем расклад карт Таро. Какая мне кармическая отработка, что я должен понять, принять в этой жизни, пройти в этой жизни. Ну и совет карт, как это пройти, для того, чтобы пройти очищение. Что мне кармическая отработка. Так, смотрим. Но смотрите, у вас кармическая отработка в том, чтобы вы могли все начать с нуля. Научились начинать все с нуля. Вот так безоговорочно бросить все или начать все. То есть, видимо, эта ситуация несколько раз будет повторяться в вашей жизни, пока вы ее не пройдете. А возможно, вы ее и не пройдете, если не услышите этот совет, и тогда она будет повторяться в других жизнях. То есть один из советов — это научиться отпускать все, начинать все с нуля, без эмоций. А вот как эта девушка, открыв полностью, доверяя, не зная, какая там высота этого пропасти, вот прыгая и веря в свои силы, высшие силы, в силы своего рода, в ангелов-хранителей. Вот такая ваша первая кармическая отработка в этой жизни. Смотрим, что карты еще хотят нам показать. Карты нам показывают, что вам нужно научиться дружить в этой жизни. Вам нужно научиться доверять своих друзей. Вам нужно научиться стать настоящей подругой. Нужно научиться фильтровать друзей. Вот буквально слово «научиться дружить». Что в это входит? Да? Это и выбирать людей, тех, которые истинные друзья. Это и быть человеком нужным для своего друга. Это и хорошо проводить время. Здесь очень много в эту фразу, что научиться дружить вложено. Давайте еще посмотрим. Так, смотрим еще, какие кармические отработки у вас в этой жизни. Умеренность. Эта карта говорит о том, что нужно научиться жить и работать над тем, что есть. То есть умеренно относиться к своим жизненным потребностям. Это касается и материальных благ, да, быть радым, довольствоваться тому, что есть. Это не значит, что не нужно зарабатывать или стремиться к чему-то лучше. Это значит о том, что нужно радоваться тому, что есть. Это касается и мужчины, и любви, и детей. Вот научитесь радоваться по умеренности то, что вам дано. Вот это важно для вас в этой жизни. То, к чему вы должны научиться. Так, следующее. Следующее, что еще? У нас будет таких 5 подсказок кармических, что нужно отработать. Так, что еще карты нам хотят сказать?
Карты хотят вам сказать, что в этой жизни вы должны, ну это повторение умеренности, скорее научиться быть счастливой в семье. То есть вам дано испытание, знаете, как бывает испытание: огонь, вода и медные трубы. То вам дано испытание будет в этой жизни, счастливой жизни, сохранить свою счастливую семью, сохранить, приумножить блага своей семьи, сделать ее совершенной. Именно полная семья: дети, мужчина, не знаю, собака, дом. Вот такое кармическое у вас задание для этой жизни. Так, смотрим последнюю карту и совет карт, как это перейти. Так, последняя карта: какая еще кармическая отработка в этой жизни? Вы должны научиться давать деньги, помогать людям и принимать помощь. Видите, и у первого расклада такая же кармическая отработка, и у вас. То есть вы должны научиться принимать и давать деньги. Это довольно серьезно, морально сложно, но это ваша кармическая отработка. Возможно, она у многих в этом мире именно сейчас. Это не только деньги, это любая помощь, уметь оказывать помощь и принимать помощь. Давайте спросим совет карт, как максимально легко пройти эти кармические отработки. Пускай они подскажут, если есть такой путь. Ну, в вашем случае карты говорят о том, что нужно отпускать плохое, то, что произошло, не концентрироваться на неудачах, да, что вот вода уходит в землю, да, что бы ни было, нужно двигать, еще есть возможности. Не нужно отталкивать возможности, да? Нужно уметь отпускать проблемы. Вот такой совет карт у нас. Хорошо, переходим к третьей колоде. Для тех, кто выбрал третью колоду. Давайте смотреть, какая кармическая отработка. Да, покажите 5 основных кармических отработок, которые должна пройти в этой жизни. Такой у нас расклад карт Таро. Так, смотрим. Ну, у вас кармическая отработка — это или пережить какое-то расставание, отношения на расстоянии. Возможно, это не отношения с, не знаю, с любимым, да, это может быть отношения с родителями, с детьми, то есть научиться на расстоянии. Также эта карта может говорить о том, что ваша кармическая отработка — это переезд какой-то, достаточно глобальный переезд в какую-то другую страну, где придется все сначала, и также научиться жить в этой стране и жить с теми людьми, которые остались, иметь отношения хорошие с теми, кто остались в прошлом в другой стране. То есть об этом идет картинка. Нужно научиться, нужно пройти это испытание. Когда-то вы его не прошли.
И оно будет повторяться, если вы не пройдете его. Следующее кармическое испытание, отработка. Ну, к сожалению, у вас кармическая отработка — это разбитое сердце. О чем это говорит? Возможно, это банально пережить неразделенную любовь. Или просто несостоявшуюся любовь. Хуже, если это что-то другое. Ну, это может быть, не дай бог, там, с детьми, родственниками. То есть научиться, это может быть не один раз, научиться выходить из состояния, когда полностью разбито сердце, когда 3 меча вонзаются в это ваше хрупкое сердце, еще и обмотанное колючей проволокой, сдерживающего. Научиться выходить из этого состояния, научиться это пережить. 1 раз не получится, 2 раз не получится. Пока не переживете, это будет возвращаться. 1 раз как-то это прошло. Посмотрите, что вы делали, что не так, что бы вы сейчас изменили. Жизнь вам подскажет, интуиция вам подскажет. Делайте каждый раз по-другому, выходите. Я не знаю, условно, 1 раз побежали подругам жаловаться, не помогло. Вылили душу, легче не стало. 2 раз замкнулись в себе. У каждого своя отработка, да, тоже не помогло. 3 раз, не знаю, клин клином начали вышибать. Найдите вашу отработку. Это то, что вы должны пройти в этой жизни. Что еще? Вы должны научиться защищать себя. Вот буквально ваша кармическая отработка в том, что вы должны научиться защищаться от вот этих врагов, тех, которые... То есть вы должны стать более жесткой, должны стать уверенной в себе, должны научиться защищать себя от любых нападок на работе, в жизни, от соседей. Вы должны не криком, не ором, а своей стабильной позицией, какими-то защитой, которая у вас есть, моральная, физическая, материальная. Вы должны держать свою позицию и четко их отражать. Вы не должны пропускать эти удары, чтобы они разбивали ваше сердце. Следующий. Потери какие-то. Вы должны научиться терять. Понять, что когда вы все потеряли, это не конец жизни, впереди еще есть замок, дорога и все остальное. И, возможно, если вы это теряете, оно вам и не надо. Если вы его не удержали, все эти 5 чаш в руках, то, возможно, вам это не надо. Надо научиться терять. Потеряли, забыли. Если это деньгами, сказали спасибо, что деньгами, а не здоровьем или еще чем-то. И пошли дальше. Пошли дальше, думая, как сделать, стать чище, чем лучше. Какие уроки, почему я потерял, да? Почему я потеряла? Смысл, чтобы это была не просто потеря, да? А почему я потерял? Научиться терять. В это очень много вложено, в эту фразу. Так, последнее, 5, и спросим совет карт, как легче пройти все эти кармические отработки. Итак, последняя, 5 кармическая отработка из самых важных, которые должны пройти за жизнь. Ну, карты говорят, что это только те 4 ваши. Больше нету. Карта мир. Хорошо, покажите мне, как пройти
Дайте совет карт, как пройти, какие, может, качества в себе развивать, как пройти легко эти кармические отработки. Что еще вы можете посоветовать? Ну, карты Таро достаточно циничные, они говорят, что нужно действовать. Вы знаете кармические все отработки. Это уже половина решения. Знаете, как говорят, правильно поставленная задача – это половина ее решения. То есть действуйте, вам дано то, силы, чтобы действовать, чтобы это все пройти. Не стойте, не ждите, что можно будет проплыть по течению. Видите, как свеча мерцает. Действуйте. Основное это действуйте. Так, ну с вами была Луна. Если интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего вам дня, безумно хорошей ночи. Всего наилучшего, Луна.